Всем привет! В этом видео я покажу, как я производил замену втулок и пальцев в сочленении поворотный блок, каретка, экскаватор-погрузчика Volvo BL71B. Чуть ранее мы уже поменяли втулки и пальцы на фронтальной стреле и ковше, перебрали трапецию, обратные лопаты, восстановили отверстие в быстросъеме, заменили втулки и пальцы в сочленении стрела-поворотный блок. И вот, наконец, добрались до самого сложного. Досмотрите это видео до конца, чтобы увидеть весь процесс, а также я дам совет для того, чтобы вы не наступили на те же грабли, что и я в этом процессе. Итак, начнем. Заранее были приобретены все нужные детали для данного узла. Это пальцы, втулки и уплотнения. Номера деталей вы можете видеть на видео. Данные детали не оригинальные. Напомню, что заводские втулки и пальцы отработали 12 тысяч мот-часов. Итак, для начала я установил экскаватор-погрузчик на ровную площадку, передвинул каретку в среднее положение и установил ковш на ровную поверхность. Затем при помощи второго экскаватора-погрузчика я зацепил стрелу в верхней части, для того, чтобы при возникновении нештатной ситуации стрела не опрокинулась на бок. Следующим этапом я ослабил фиксирующие планки шлангов, для того, чтобы шланги могли вытягиваться при отведении стрелы. А также открутил стопорный болт верхнего пальца поворотного блока. Далее я открутил фиксирующую пластину пальцев поворотных цилиндров. Выбил пальцы. Я их выбивал при помощи пики и кувалды. Как вы можете видеть на видео, на пальцах имеется износ. Под нижнюю часть стрелы я подложил гидравлический домкрат. Немного приподнял стрелу для снятия нагрузки с пальцев поворотного блока. Затем открутил стопорный болт нижнего пальца. В таком положении я выбил нижний палец. К слову, весь процесс демонтажа я выполнил вот этими двумя специнструментами, при этом без каких-либо напрягов. Как вы можете видеть, на пальце практически отсутствуют риски от износа, хотя в целом износ присутствует. Чуть позже я объясню, почему так произошло, ведь это одна из самых нагруженных деталей в экскаваторной установке. Весь вес стрелы и вся нагрузка, оказываемая на ковш и стрелу, переносится на два пальца, на верхний и нижний поворотного блока, но об этом чуть позже. А дальше я приступил к извлечению верхнего пальца поворотного блока. Так как при помощи гидравлического домкрата, подставленного под нижнюю часть поворотного блока, я снял нагрузку с пальцев, и второй палец выбился с легкостью. При этом ни стрела, ни поворотный блок не стремились куда-то сместиться. На извлеченном пальце отчетливо видны места износа. Особенно это хорошо чувствуется при прикосновении. Теперь, когда поворотный блок и каретку ничего не связывало, кроме шлангов гидравлики, пришло время отводить поворотный блок и всю стрелу в целом от каретки. Сначала я при помощи своей же гидравлики немного отвел поворотный блок вперед, тем самым вывел его из зацепления. Затем при помощи второго экскаватора-погрузчика отвел стрелу с поворотным блоком в сторону и приподнял. В этом процессе очень важно не уронить поворотный блок на штоки поворотных цилиндров. Как вы можете видеть на видео, при отведении стрелы поворотный блок немного просел. Это было ожидаемо, поэтому я и отводил в сторону, подальше от штоков поворотных цилиндров. Теперь в таком положении для меня открылся доступ ко всем втулкам и отверстиям в поворотном блоке и каретке. Так как стрела второго экскаватора-погрузчика под нагрузкой со временем могла опуститься, я, во-первых, установил дополнительную стропу с трещоткой, во-вторых, под ремонтируемый поворотный блок
подложил гидравлический домкрат и тем самым снизил нагрузку. И теперь мне нужно было отмыть всю эту старую смазку с ремонтируемого узла. И вот теперь, когда все отмыто, мы можем перейти к процессу дефектовки и извлечению изношенных деталей. Демонтаж изношенных деталей я начал с верхней втулки поворотного узла. Я демонтировал уплотнение, а затем при помощи оправки и кувалды выбил втулку. Как вы можете видеть, втулки в узлах поворотного блока и каретки выполнены из мягкого сплава. Это что-то среднее между медью, латунью и бронзой. Конечно, состав сплава знает только производитель. Но это не чистая медь, так как она была бы слишком мягкая. Не бронза, так как она более желтая. И вот теперь мы подошли к тому вопросу, почему же на пальцах данных узлов отсутствуют риски от износа, а износ плавный и гладкий. Насколько я помню из курса материаловедения, для снижения трения между двумя металлами под большой нагрузкой необходимо применять разные металлы. А именно, металлы с разной молекулярной сеткой. Другими словами, если у одного металла крупные поры, то второй металл нужно применять с мелкими порами, что и сделал производитель. Но нам пришли втулки, изготовленные из стали. Конечно, было бы лучше отказаться от установки стальных втулок в данные узлы и найти поставщика оригинальных втулок. Но время поджимало, и мне пришлось установить то, что имелось в наличии. К тому же, если внимательно посмотреть на устройство внутренних смазочных канавок, то можно увидеть отличие от оригинальных втулок. А именно, отсутствие канавки посередине втулки. Так как смазка из отверстия в пальце должна попадать сначала в центральную канавку, а затем распределяться по более мелким спиральным канавкам по всей втулке. Так втулка будет работать дольше и процесс смазки будет проходить легче. И это была роковая ошибка, которая принесет в дальнейшем много неудобств. Поэтому мой совет тем, кто будет производить данный ремонт, лучше найти либо оригинальные втулки, либо идентичные копии. Но так как выхода другого на данный момент у меня не было, я установил стальные втулки. Смотрите видео до конца и узнаете, к чему это привело. Итак, я установил новую втулку. Этот процесс я выполнил без прогрева посадочного места. В качестве оправки я использовал старую втулку и старый палец. Затем я установил уплотнительные кольца. В данных узлах я их установил воротником наружу для облегченного процесса смазки. Хотя я редко устанавливаю таким образом уплотнение по ряду причин. Во-первых, таким образом уплотнение плохо фиксируется. Во-вторых, в таком положении смазка из узла вытекает быстрее. Но есть и преимущество. Смазка узлов проходит легче, и попадание песка и воды в узел исключено. Но, как показывает практика, песок в узел попадает крайне редко при частой смазке, а вот сухая работа деталей более распространенное явление. Таким же образом я заменил и нижнюю втулку. Дальше я приступил к замене втулок в штоке гидроцилиндра поворота. Для этого я изолировал зеркала штоков картоном, а также закрыл новые втулки от попадания искр от сварки. Затем при помощи сварки наложил несколько швов внутри втулки и с легкостью удалил ее. Далее я установил под проушину цилиндра трубу в качестве подпорки. Кстати, как вы можете видеть, весь процесс ремонта я произвожу уже без дополнительной страховки стрелы вторым экскаватором-погрузчиком, так как появилась острая необходимость ему уехать. В качестве страховочных подпорок я установил брусья, уперев их в выступы стрелы и рукояти.
Итак, новую втулку я установил при помощи оправки и кувалды. Кстати, классная кувалда. В комментариях напишите, если догадались, из чего я ее сделал. Я поменял втулку только в штоке левого цилиндра. В правом же люфт был настолько мал, что замена не требовалась. На левом цилиндре в проушину установил новые уплотнения. И теперь, после замены всех необходимых втулок, пришло время заниматься очень неинтересным и кропотливым делом. В верхнем узле, где устанавливается верхний палец поворотного блока, имелся износ металла самого поворотного блока. Конечно, в идеале нужно было бы расточить отверстие и установить втулку. Но, во-первых, это долго, дорого. К тому же износ был не такой большой. И была еще одна причина не производить расточку. Как вы, наверное, уже заметили, в верхней части поворотного блока имеется дефект. Как я понял, предыдущий владелец или его машинист установил стопорный палец от перемещения в транспортном положении. А потом, забыв о нем, резко произвел поворот стрелы. Либо производили буксировку за стрелу. Об этом история умалчивает. В итоге у них вырвала часть поворотного блока. Затем они приварили эту часть обратно. Но только сделали это настолько погано. Но как бы там ни было, данный дефект на всем протяжении времени, что я использую данный экскаватор-погрузчик, никак мне не мешал. Но устанавливать втулку в верхнюю часть чревато ослаблением конструкции. Поэтому я решил произвести наплавление внутренней части отверстия и последующую расточку. Перед наплавкой я закрыл все отверстия, куда могли бы попасть искры от сварки, чтобы потом они не доставляли лишних хлопот. Так же, как и на быстросъеме, расточку я выполнил при помощи дрели и точильных камней. В данном случае я использовал неизношенные стенки отверстия для проверки соосности. Это выглядело примерно так. Установил палец, увидел на просвет место износа, наплавил сваркой. Затем заточил, постоянно проверяя пальцем. Установил палец, постучал слегка по нему. На сварке от пальца образовались вмятины. Затем сточил в этом месте излишки. И такие операции повторял много-много раз. До тех пор, пока место износа полностью не заполнилось. Да, процесс долгий и муторный. Но в результате этого полностью был устранен люфт. При этом соосность была соблюдена. И вот, как бы процесс ремонта узлов закончился. Теперь всю эту конструкцию нужно было собрать. Но для этого мне нужно было чем-то поднять стрелу. А второй экскаватор-погрузчик уехал. Но, к счастью, у нас имеется автокран. Вот и мы будем собирать. А это я, как в фильме «Терминатор 2», где он погружается в лаву. Ну, или почти как в фильме. В общем, зацепил я стрелу к крюку крана. Краном приподняли стрелу и совместили поворотный блок с кареткой. Затем при помощи гидравлики экскаватора-погрузчика я подвел поворотный блок и совместил отверстия. Данную операцию в одиночку производить было бы крайне неудобно. Отдельная благодарность коллеге за помощь. Дальше следовала установка новых пальцев в узлы поворотный блок в каретка. Предварительно пальцы нужно обязательно смазать смазкой, дабы избежать задиры и повреждения уплотнений. Затем установил новые пальцы в поворотные цилиндры. Ну, как говорится, сборка в обратной последовательности. Теперь после сборки я опробовал процесс смазки шприцом данных узлов. Втулки в штоках поворотных цилиндров смазались идеально. Что нельзя сказать о втулках сочленений поворотный блок каретка. Смазка происходила туговато, но в результате все же произвелась. С нижним узлом было все легче. А вот верхний узел даже после смазки при повороте стрелы издавал небольшие скрипы. Я пробовал смазывать в разных положениях.
и смазка точно присутствовала во втулке. Но небольшой скрип первое время присутствовал. Видимо, из-за того, что стальная втулка и стальной палец терлись друг о друга. Потом со временем скрип прекратился, и смазка узла стала происходить легче. Но вот насколько долгим будет использование данных узлов, остается под вопросом. На момент создания видео, после ремонта экскаватор-погрузчик отработал с данными втулками 1500 мот-часов. Какого-то большого люфта в данных узлах не появилось. Смазывается верхний палец до сих пор немного туже, чем все остальные. В остальном же все отлично. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, ведь я старался и потратил кучу времени на создание видео для вас. А также подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Я их все читаю и стараюсь ответить на каждый комментарий. Всем до скорого, пока!